Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем снова говорить о Гитлере. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо нашим патронам на Патреоне, нашим спонсорам на Ютубе, тем, кто сумел в России подписаться на платформе Boosty, тем, кто жертвует нам в криптовалюте. В общем, всем тем, благодаря кому мы можем продолжать работать. И, конечно, как всегда, спасибо тем, кто поставит лайк, кто сделает репост. Это тоже нам очень и очень поможет. Сегодня речь пойдет о том страшном времени, когда Гитлер пытался перестроить, перекроить мир по-своему, превратить его в жуткий, уродливый ад. К счастью, ему это не удалось. В страшные предвоенные и военные годы казалось, что зло торжествует, и мир будет устроен так, как хочет фюрер. Но вот, я нахожусь в Вечном городе, в Иерусалиме, и это прекрасное доказательство того, что Гитлер не смог ни стереть с лица земли еврейский народ, ни создать свой отвратительный мир. И здесь хорошо вспомнить, что человечество боролось с фашизмом не только танками и ракетами, но и словом, и музыкой, и рисунком. Плакаты военных лет, антифашистские карикатуры, рисунки, создававшиеся людьми, которых мы сегодня назвали бы графическими дизайнерами. Это тоже был способ противостоять злу. Мне приятно рассказать здесь про красивую, мирную и полезную профессию, связанную с возможностью создавать то, что будет будоражить умы миллионов. Я говорю про графический дизайн, который делает мир удобней и красивее. Что бы ни делал графический дизайнер, логотип компании, веб-сайт, рекламный постер, он придает окружающей нас среде смысл, если, конечно, это хороший дизайнер. А получить эту профессию можно, записавшись на фундаментальную программу «Графический дизайнер с нуля до про» в онлайн-школе дизайна Contented. Здесь могут учиться все желающие, любого возраста и любого уровня подготовки. Прямо сейчас в школе Contented новые профессии осваивают более 7000 человек. За 20 месяцев обучения студенты успевают создать для себя солидное портфолио, пройти стажировку в креативном агентстве Red Cats, а также брать свои первые заказы. На протяжении всей учебы с вами рядом будут опытные менторы, которые не дадут остаться один на один с возникающими вопросами. А по окончании курса вы получите диплом установленного образца. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. А по промокоду «История» вы получите скидку 45% на обучение. Спасибо онлайн-школе Contented за то, что она помогает освоить красивую и хорошую профессию. И спасибо за поддержку уроков истории с Тамарой Эдельман. «30 января 1933 года президент Гинденбург назначил Гитлера на пост рейхсканцлера. Это еще не была диктатура, у него еще не было полной власти. В конце концов, над ним был президент, пусть дряхлый, пусть старый. Существовали различные партии. Кстати, социал-демократы пользовались большой популярностью, у них было много мест в Рейхстаге. Но, по сути дела, конечно, это было начало диктатуры Гитлера, диктатуры нацистов. Это начало тех страшных, трагических, ужасающих 12 лет, которые переломят буквально историю всего мира, которые приведут к гибели миллионов людей, к ужасающим несчастьям. И ясно, что об этих годах с 1933 по 1945 год написано огромное количество книг об экономической истории, политической, о военных событиях, о судьбах людей. Ну и огромное количество, естественно, написано о Гитлере, о том человеке, из-за которого все эти ужасы произошли. Мы уже говорили в одной из моих лекций о Гитлере, о его приходе к власти, о том, как из никого, из неудачника, ничтожества, человека, не сумевшего получить
никакое нормальное образование, человека, не обладавшего никакой профессией, мнившего себя художником, архитектором, явно не состоявшегося. Вдруг, к концу 20-х годов, он превратился в кумира тысяч людей, в человека, на которого буквально молились. И вот теперь этот человек пришел к власти. Себастьян Хафнер, немецкий журналист, написавший книгу «Некто Гитлер», которую сейчас многие читают в России, пишет с таким презрением некоторым следующее. До взятия власти у Гитлера была только одна слава – слава демагога. Ну, он, впрочем, тут же оговаривается, что, наверное, надо еще признать за Гитлером, кроме, безусловно, потрясающих талантов демагога, оратора, увлекавшего толпу, надо признать за ним талант организатора, как он превратил свою партию, которая была, каким-то совершенно маргинальным, мелким объединением небольшого количества обиженных жизнью людей, меньше чем за 10 лет превратил в массовую партию. Но все-таки практически все его таланты. Тот же Хафнер тут же цитирует Курта Тухольского, немецкого писателя, который говорил: «Нет человека Гитлера, есть только шум, который он производит». И вот это, не скажу, что приятный, мало что приятного в чем-либо связанном с Гитлером, но, во всяком случае, утешительный в чем-то для нас взгляд. То есть Гитлер – ничтожество, Гитлер – ничто. Голый король, который всех обманул, а потом сказали: король-то голый, и все, и обаяние спало. Множество людей потом после войны будут говорить: мы не понимаем, как это произошло, он нас загипнотизировал, он нас обманул, он же такое ничтожество, о чем тут говорить? Но, наверное, все-таки все не так просто. Человек, сумевший, можно сказать, сдурить мозги, а можно сказать, повести за собой миллионы, очевидно, это при всей омерзительности этого человека, он заслуживает изучения, он заслуживает анализа, как это произошло. Сегодня, когда мы беспрерывно обращаемся мыслями к ситуации в России и думаем, как могут тысячи и тысячи людей приветствовать войну, восхищаться ужесточением режима. Я не сравниваю Путина и Гитлера. Вообще сравнение, которое сейчас так все любят, регулярно меня спрашивают: а с чем вы сравните сегодняшнюю ситуацию в России? С Советским Союзом 30-х годов, с Германией 30-х годов. Все эти сравнения хромают. Они не выдерживают настоящего научного анализа. Но, конечно, подумать о том, каким образом миллионы людей начинают сходить с ума, это полезная вещь и актуальная, скажем так. Что же происходит? Считается, что диктатура нацистская началась 27 февраля после пожара Рейхстага. Об этом мы говорили в нашей предыдущей лекции. На самом деле, за этот месяц между назначением Гитлера рейхсканцлером и пожаром Рейхстага, после которого все уже закрутилось, нацисты уже начали действовать. Они не собирались сидеть сложа руки. Уже 4 февраля принимается закон о защите немецкого народа, и даже само название очень характерно. Любой диктатор приходит как спаситель. Гитлер последовательно строит свой образ спасителя от врагов. Образ врага для любой диктатуры очень важен. Есть страны, подписавшие Версальский договор, прежде всего Англия, которые хотят и дальше держать Германию в подчинении. Есть евреи, еврейский заговор, который хочет погубить Германию. Есть большевики. Он играет постоянно этими образами. В каждый конкретный момент какой-то враг назначается самым опасным. Но они все время присутствуют. И именно Гитлер должен спасти. Прошло всего несколько дней после того, как он занял пост рейхсканцлера, и он уже защищает немецкий народ. Что имеется в виду? Защищает он его очень интересно. С этого закона начинается демонтаж демократической системы, который, конечно, был проведен с
потрясающей скоростью. То есть уже по этому закону правительство, а рейхсканцлер возглавляет как раз правительство имеет право принимать практически любые чрезвычайные меры для защиты народа, потому что вот со всех сторон угроза. После того, как произошел пожар Рейхстага, после того, как на этом месте был пойман полубезумный Ван дер Любе, который, скорее всего, действительно поджег Рейхстаг, другой вопрос, помогали ли ему эсэсовцы, или же просто дали ему возможность пробраться в здание Рейхстага. Но, во всяком случае, вот с этого момента, во-первых, с невероятной энергией нагнетается ужас. Вот доказательство коммунистического заговора. Грубо говоря, мы сейчас все погибнем. Очень интересно, что вот в первые дни после поджога Рейхстага паника в Германии. Но паника не потому, что Гитлер установит диктатуру, совсем наоборот. Ждут переворота, устраивают люди какие-то добровольные дружины, которые охраняют дома. Сейчас будет что-то ужасное, будет коммунистический путч. И в этой обстановке, конечно, очень легко действовать дальше. Тут же принимается еще несколько законов с очень характерными тоже названиями типа о защите народа и государства. К концу марта у правительства уже чрезвычайные полномочия. Геббельс в это время пишет: «Жизнь снова упоительна». Вот эта вот обстановка нагнетаемого ужаса и наступление нацистского, конечно, для него это упоение абсолютное. Правительство получает чрезвычайные полномочия. Вот в этой обстановке паники и военной тревоги были проведены новые выборы в Рейхстаг. Нацисты получили большинство. Они получили там почти 300 голосов. Но при этом социал-демократы оказались второй фракцией по размеру. Они не лишились никаких голосов. Но по-прежнему у них 120 голосов в Рейхстаге. Коммунисты чуть-чуть потеряли. На 19 голосов меньше, чем было до этого. Но их тоже очень много. То есть явная победа нацистов, но не такая мощная, как хотелось бы Гитлеру. И буквально за несколько месяцев, вот к лету, практически все партии оказываются запрещены. Уже начинаются аресты. Понятно, что по сравнению с тем, что будет дальше, это слабый террор. Вот словами того же Хафнера, дозированный террор. Все хорошо продумано. Ну, то есть, что значит дозированный? За первый месяц было убито где-то 500-600 человек. Не так уж мало вообще-то. И в лагеря отправлено около 50 тысяч. Причем это были коммунисты, это были социал-демократы, это были просто оппозиционные журналисты. Люди, явно активно противостоявшие режиму. В это же время уже с весны, лета 1933 года начинается формирование тайной полиции, мрачно, печально знаменитого гестапо. Гестапо обычно резонно связывается с деятельностью Гиммлера, хотя начинает формировать гестапо Герман Геринг. Он потом на Нюрнбергском процессе всячески отрицал вот эти обвинения, он вообще пытался изобразить себя исключительно военным. И я ничего не делал, гестапо – это территория Гиммлера. Но на самом деле Гиммлер-то возглавит гестапо только в 1936 году. А до этого Геринг, который в тот момент занимал пост министра внутренних дел Пруссии, он как раз тщательно создает вот эти структуры тайной полиции, которые потом будут играть важнейшую роль именно в осуществлении террора. Эта дозированность террора, как ни дико это звучит, пошла на пользу Гитлеру, скажем так. Может показаться ужасающим. 500 человек убито, 50 тысяч в лагеря. Это же должно вызвать ужас, это же должно вызвать страх. Естественно, у кого-то это вызывает ужас, у потенциальных жертв. Но в то же время есть ощущение, что вот нас защищают, нам какие опасности страшные угрожали, а теперь все враги, как кажется уже, что все враги повержены. Ну, дальше будем жить спокойно. То есть есть ощущение, да, была попытка наступления, мы ее отбили, дальше все будет хорошо. Как мы понимаем, дальше все только начинается. Другой важный момент, тоже обеспечивший такое спокойствие, в общем, в обществе, это то, что старые элиты никуда не делись. Когда большевики пришли к власти, то они или уничтожили, или просто выкинули на обочину общества все группы населения, которые в царской России обладали
каким-то влиянием политическим, экономическим, духовным. Дворянство, предприниматели, духовенство. Они были лишены своего имущества, были лишены политических прав. Было понятие лишенцы по Конституции 18 года. А Гитлер поступал по-другому. Во-первых, как это не странно и, может быть, даже цинично звучит, но он действовал поначалу в рамках предложенных ему условий. Он пришел к власти в результате выборов. Мы можем говорить, они там, может быть, фальсифицировались где-то, запугивали избирателей, но он выиграл демократическим путем. Он принимает законы, которые проводит Рейхстаг. Дальше он за несколько месяцев превращает Рейхстаг в такой совершенно декоративный орган. Но этот орган все равно действует. Там одна партия. Эта партия будет теснейшим образом слита с государством. Будет проводиться идея «одна партия, один народ», «одна страна, один народ, один фюрер». То есть вот эта вот вертикаль власти будет выстраиваться очень жестко. Но при этом вот закон о чрезвычайных полномочиях, принятый в марте 1933 года, почему-то ему нужно будет несколько раз его продлевать. То есть будет такая вот странная, совершенно пустая изнутри оболочка как бы демократии, при том, что уже создана однопартийная система. Ну, можно сказать, что так же, как Сталин примет Конституцию 1936 года, где тоже будут разные написаны прекрасные, замечательные слова. Параллельно с этим никуда не денется, скажем, верхушка армии. Понятно, что для Германии, прежде всего для Пруссии, это такая суперэлита. Аристократы, предприниматели. Несмотря на название национал-социализм и на многие мероприятия, сейчас мы еще о них поговорим, близкие социализму, но остается частная собственность, остаются крупные предприниматели, они будут под контролем государства, будет 4-летний план даже создан, но частная собственность остается. То есть нет ощущения у людей, живущих в Германии там, в 1933-1934 году, что весь их старый мир рухнул. Есть ощущение, что происходит преобразование, ну, конечно, новая началась жизнь. Это просто такое прекрасное развитие и дорога к замечательной, чудесной жизни. Между тем Гитлер начинает действовать в самых разных сферах. Конечно, прежде всего ему нужно укрепление собственной власти. И то, что происходит, вот этот вот мгновенный практически демонтаж демократической системы и создание новой системы, это очень важная для него вещь. Но ему надо быть уверенным, что эта новая система, которую он создает, будет работать, безусловно, на него, будет заточена под него. Уж, казалось бы, куда дальше? Он фюрер, вся эта его партия, им созданная, штурмовые отряды, отряды СС, которые уже разрослись за 20-е годы, все это работает на него. Нет, недостаточно. 30 июня 1934 года наступит ночь длинных ножей, когда будут вырезаны штурмовые отряды во главе с Рёмом. Не знаю, можно ли сказать, что у Гитлера были друзья, но во всяком случае это был близкий Гитлеру человек, с которым он был на «ты», редчайший случай. Штурмовые отряды, которые очень сильно помогали нацистам запугивать всех противников, обеспечивать приход к власти. Именно поэтому теперь они Гитлеру мешают. Можно долго говорить о чисто личном конфликте между Гитлером и Рёмом. Конфликт, собственно, был уже в 20-е годы, и Рём на какое-то время уезжал в Латинскую Америку, потом вернулся на свое горе. Когда произошел приход Гитлера к власти, то Рём явно хотел более быстрых, более радикальных перемен. Его раздражало, что Гитлер не снимает верхушку генералов старых, которые были ему абсолютно чужды. Он считает, что партия должна опираться прежде всего на его отряды штурмовые, а вовсе не на армию. У Гитлера совершенно другие планы. И, наверное, дело вот в этих расхождениях. Но, конечно, далеко не только в них. Именно тот факт, что в стране существуют вооруженные отряды, натренированные, подготовленные уже в течение нескольких лет, которым фюрер, в общем-то, обязан чем-то, это абсолютно неприемлемо. Они могут стать излишне самостоятельными. И Рём вообще
в какой-то мере ведет к этому дело. Он хочет все больше и больше самостоятельности для своих отрядов. И тогда Гитлер начинает его отодвигать, критиковать. Пошли слухи о том, что штурмовики готовятся совершить мятеж. Хотя явно этого не было на самом деле. Но вот интересно, что за несколько дней до резни в Мюнхене штурмовые отряды, а мюнхенские штурмовики были в 20-е годы одной из важнейших опор Гитлера, штурмовики мюнхенские получили какие-то анонимные сообщения с призывом выйти на улицы. И многие из них вышли. Потом поняли, что что-то не то, ушли, вернулись в свои казармы, но вот он уже пример, они уже хотят восстать. Рёмин до последнего момента, как ни странно, был уверен в своих хороших отношениях с Гитлером. Они буквально незадолго до 30 июня разговаривали, все вроде бы было хорошо. Один из руководителей штурмовых отрядов 30 июня собирался в свадебное путешествие. Его схватили буквально там где-то на яхте, где он собирался уже отплывать. И он был уверен, что это такой мальчишник продолжающийся, что это шуточки его друзей грубоватые. Он острил, смеялся, шутил с теми, кто его тащил уже на казнь. Никак не мог понять, что происходит. Гитлер санкционировал убийство Рёма, убийство многих других крупных штурмовиков. В списке тех, кого убивали, были включены, естественно, очень многие люди, не имевшие отношения к штурмовым отрядам, а просто чем-то не угодившие Гиммлеру или Герингу. 2 июля Геринг сжег все материалы, связанные с тем, что происходило в ночь длинных ножей, а 3 июля Гитлер издал указ, по которому все, что было сделано 30 июня, считалось законным. Для того, чтобы задним числом нельзя было предъявить никаких обвинений. И вскоре после этого войска СС, а к этому моменту отряды СС начинались с 8 человек личной охраны Гитлера, а к этому времени это уже мощные отряды, они были выведены из-под контроля СА, штурмовых отрядов, и стали отдельными совершенно соединениями. А штурмовики с этого момента настолько потеряли свое значение, что на Нюрнбергском процессе даже не смогли эти отряды СА объявить преступной организацией, просто потому что они уже вообще ничего не значили, ничего не делали. Таким образом, Гитлер избавился от тех, кто во многом помог ему прийти к власти, но кто мог теоретически в будущем угрожать его власти, его влиянию. Это такой типичный, конечно, диктаторский ход. Конечно, одного террора недостаточно. Нужно было идеологическое обоснование, нужна была пропаганда. Как мы знаем, гитлеровская пропаганда, правильно, наверное, сказать, геббельсовская пропаганда. Йозеф Геббельс возглавляет созданное новое Министерство народного просвещения и пропаганды, которое, конечно, невероятно эффективно работает, которому подчиняются самые разные сферы массовой информации. Там есть отделение пропаганды, которому огромное уделяется внимание, а есть подразделения, занимающиеся кино, занимающиеся радио, занимающиеся театром, то есть вот всем. Принципы геббельсовской пропаганды, которые, конечно, широко известны, и много об этом говорилось и писалось, эти жуткие идеи о том, что пропаганда должна основываться на ненависти прежде всего. Пропаганда должна быть примитивной, крайне простой, надо много раз повторять одни и те же простые вещи. И вот эти идеи оказываются невероятно эффективными, невероятно действенными. Сводится все не только к тому, что просто бубнят там «Да здравствует фюрер». Все продумано совершенно гениально. Уже 10 мая 1933 года происходит знаменитое страшное сожжение книг в Берлине, когда разводятся огромные костры, что характерно, перед факультетом права Берлинского университета, и студенты, юристы, но не только они, бросают торжественно туда политические сочинения, романы, произведения, написанные еврейскими писателями, написанные левыми писателями. Сегодня на этой площади потрясающий совершенно памятник, но в Берлине вообще, конечно, культура исторической памяти сегодня фантастическая и прекрасно работающая на проработку этой памяти, на преодоление
старой травмы. Замечаешь его не сразу. Потом видишь, что под мостовой огромное пустое место, можно посмотреть сквозь стекло, там стоят пустые полки, на которых могли бы стоять те 1000 книг, которые были здесь сожжены. И тоже мне очень нравится такая вещь, что регулярно на этой площади работает передвижная библиотека. Сюда привозят такие вагончики с книгами, люди могут брать книги, обмениваться ими. То есть это такое вот противостояние тому, что здесь происходило. Но опять же, пропаганда основывается не только на том, чтобы уничтожать книги противников, чтобы арестовывать тех, кто писал неправильные с точки зрения нацистов вещи. Важнейшая задача пропаганды – это возвеличивание Гитлера. Хотя, казалось бы, куда еще? Уже к 1933 году его обожают. Оказывается, есть куда. Теперь уже в невероятных масштабах, куда больших, чем в 20-е годы, организуются демонстрации, факельные шествия, нацистские съезды в Нюрнберге. Все это продумано. Над этим работает Шпеер, архитектор личный Гитлера. Огромные свои таланты, конечно, приложил к созданию вот этих массовых действий. И здесь, я не знаю даже, какое слово более важное, массовый или действо. То есть это не просто политические собрания. Собрались, решили, постановили, проголосовали. Это именно действо. И в этих действиях личность отдельная начинает исчезать, начинает сливаться с массой. А это то, к чему они стремятся. Вот описание таких действий из биографии Гитлера, написанной Иоахимом Фестом. Все время горели факелы, костры, огненные колеса, которые, по утверждениям тоталитарных мастеров создания нужного настроения, якобы воспевали жизнь, но на самом деле доказывали своим пафосом, что жизнь человеческая мало чего стоит на фоне апокалиптических образов трепета перед всемирным пожаром, которому они придавали некий возвышенный смысл, и картин гибели, в том числе и собственной. Гитлер, как мы знаем, преклонялся перед Вагнером. Каждый год он приезжал в Байрейт на постановки вагнеровских опер и с восторгом слушал музыку, мощную музыку Вагнера, но и упивался этими образами всемирной катастрофы, гибели героев, мирового пожара. Вот это то, что изначально было у него в голове, то, что вызывало у него восторг. И такие же образы обрушиваются на немецкий народ. Что ж такого приятного, когда тебе объясняют, что, может быть, придется сгореть в огне мирового пожара, борьбы, войны. Но это образы, которые маленькую личность отдельного человека превращают в часть невероятного огромного единства. А это для многих великий соблазн и огромная привлекательность. Фест описывает съезд в Нюрнберге в 1937 году. Начинается все в 8 вечера. Гитлер всегда любил появляться во тьме. Как метеоры, лучи 150 гигантских прожекторов врезались в покрытое черно-серыми облаками небо. На уровне облаков столбы света соединились в сияющий четырехугольник. Потрясающая картина открылась перед зрителями. Слабый ветер развивает флаги на трибунах вокруг поля. Ослепительный свет выделяет главную трибуну, увенчанную сияющей золотом свастикой в дубовом венке. На левом и правом пилоне из огромных чаш полыхает огонь. Вот эти образы огня, полыхающего среди тьмы, черных мундиров, дубовых венков, все это, с одной стороны, создает такой большой стиль, опять же, возвышающий всех участников. Любой человек, марширующий в факельном шествии или участвующий в этом партийном съезде, кто бы он ни был, самая мелкая сошка партийная или какой-то неприметный человек, он вдруг ощущает себя частью чего-то грандиозного. И это производило гигантское впечатление. Этот ужасающий культ смерти, который, безусловно, существовал в гитлеровской Германии, он лишает ценности отдельную личность. Как прекрасно умереть ради Третьего рейха, ради фюрера. И это совершенно иррациональные чувства,
нормальный человек с нормальной психикой не стремится умереть. Он противостоит этому, его разум противостоит этому. Но когда разум ослаблен эффектами света и тьмы, ослаблен видом факелов, черного цвета, боя барабанов, марширующих толп, то возникают какие-то совершенно другие тенденции, которые поддерживаются беспрерывными речами, беспрерывными призывами, тоже не рациональными. Эти призывы апеллируют к бессознательному. И из бессознательного возрождается, оживает преклонение перед вождем, желание умереть за него. Удивительно, вот вся эта история показывает, какая тонкая оболочка цивилизации прикрывает у всех нас какие-то древние первобытные инстинкты. Как нам надо ценить эту полосочку цивилизации, как надо стремиться укреплять ее, утверждать, насколько она хрупкая. Гитлер в 30-е годы говорил, что те, кто воспринимает национал-социализм как политическое учение, ничего в нем не понимают, что это создание нового человека. То есть это преображение всей жизни человека. И это для него будет очень важно. И частью этого преображения как раз будет, внушение людям или, может быть, лучше сказать, вытаскивание на поверхность каких-то древних инстинктов и высвобождение разрушительного стремления к смерти, которое у самого Гитлера было невероятно сильным и приведет его, в конце концов, к его самоубийству. Но он никогда не хотел уходить один. Уже в начале 30-х, то есть когда еще далеко до начала войны, и уж тем более далеко до катастрофы, которую Германия потерпит в этой войне, Гитлер уже в это время говорит жуткие вещи. Природа жестока, поэтому мы должны быть такими же. Если я пошлю цвет немецкой нации в стальную грозу грядущей войны, не испытывая даже малейшего сожаления о проливающейся драгоценной немецкой крови, то разве не будет у меня права ликвидировать миллионы представителей неполноценной, размножающейся подобно насекомым расы? В данном случае речь идет о грядущем уничтожении евреев, но это интересно еще и тем, что он бесценную арийскую расу тоже готов послать на смерть. И это прекрасно, и это хорошо, благородно умереть. Это наслаждение, такая смерть. У Гитлера такое постоянное есть ощущение грядущей катастрофы. Он, кстати, очень легко впадал в уныние, а потом из этого уныния вырывался с какими-то новыми силами. Вот как Иоахим Фест резонно замечает, он набирал силы, когда его прижимали к стене. Вот вроде бы все погибло, как, скажем, во время пивного путча, а сейчас мы вырвемся отсюда. А если не вырвемся, то умрем. И хорошо. Вот в те же 30-е годы он говорит: если мы не победим, то, погибая сами, мы увлечем в эту погибель еще половину мира. Прекрасно, конечно, будет победить, создать тысячелетний Третий Рейх, подчинить все неполноценные расы, и в его мозгу грандиозные образы вот этого неудавшегося архитектора, который представляет себе совершенно новые города, где живет арийская раса, и поселения для тех, кто их обслуживает, и то, как все это будет устроено. Он рисует какие-то невероятные, жуткие, страшные картины, но если не получится, а тогда ничего не надо, тогда пусть все погибают. И вот это самоубийственное начало, мы сейчас увидим, как оно будет во время войны проявляться даже в те моменты, когда вроде бы как немецкие войска еще одерживают победу. А параллельно с этим, параллельно вот со всей этой мощной пропагандой, с этими страшными образами, совершенно меняется образ Гитлера. Он, конечно, продолжает произносить свои речи. Он очень сильно получал энергию от масс, с которыми он говорил. Он мог выходить на трибуну, казалось, что уставший, вялый, в унынии. А затем он заводится сам, он заводит массы, и от них он получает еще энергию. Это было у него. Но в то же время, вот уже в 30-е годы, он все больше теряет человеческие черты. Можно сказать, конечно, он их теряет, человеческое обличье, просто за счет своей гнусной, мерзкой политики. Но сейчас речь не об этом.
Он сам себя превращает в памятник. Он все чаще стоит неподвижно перед толпами. Он устремляет взгляд куда-то над ними. В Нюрнберге во время съездов нацистских он может несколько часов стоять с рукой поднятой в нацистском приветствии, а мимо будут проходить восторженные толпы, которые будут смотреть на него. Он даже не машет им ручкой. Он просто стоит, он просто возвышается. Вот точно так же, как он их личности хочет раздробить, превратить в какую-то единую массу, и свою личность он тоже в какой-то мере преодолевает. Вот как Ницше говорил, что сверхчеловек – это преодоление человека. Вот он в себе пытается преодолеть человека и стать какой-то такой гигантской статуей на манер тех, которые ему воздвигались. И это, конечно, все жутко очень. А параллельно с этим идут совершенно другие вещи, которые потом позволяли очень многим говорить, может быть, где-то и сегодня это говорят. Вообще-то он ведь много хорошего сделал. Вот автобаны какие построил. Все любят вспоминать эти прекрасные немецкие автобаны. Действительно, очень хорошо построенные. И тут, конечно, вопрос, заслуга это Гитлера или заслуга экономистов ему служивших. Но сейчас даже речь не об этом, а о том, что проводится тоже очень продуманная, хитрая социально-экономическая политика. Во-первых, резко усиливается государственное вмешательство в экономику, что не было выдумкой Гитлера. Это такой общемировой тренд 30-х годов, когда в самых разных частях мира экономисты, политики поняли, что ничем не ограниченная рыночная экономика – это дело очень опасное, она чревата кризисами. И, скажем, после Великого кризиса 1929 года, каким образом Рузвельт будет выводить американскую экономику из депрессии? Путем государственного регулирования. В это же время такой радикальный вариант государственного регулирования сталинский, с пятилетками, индустриализация, коллективизация. Но сталинский вариант оказался неэффективным именно потому, что полностью, абсолютно частная собственность была ликвидирована, и не осталось никаких экономических стимулов, никакой рыночной экономики. Это привело к ужасающему состоянию советской экономики. А у Гитлера очень сильное вмешательство государства, что вполне соответствует его представлениям о роли государства, но при этом сохранение частной собственности, при этом сохранение рынка, а одновременно огромные общественные работы, трудовая повинность, сначала добровольная, потом принудительная, огромная милитаризация экономики, расширяется военная промышленность со страшной силой, создается огромное количество рабочих мест. Через несколько лет после прихода Гитлера к власти в Германии, где на рубеже 20-30-х безработица достигала страшного уровня, а в середине 30-х ее уже практически нет. Естественно, люди очень довольны. Следующая вещь – это очень тоже такая хитрая социальная политика. С одной стороны, политика, конечно, абсолютно диктаторская. Профсоюзы, которые были сильны в Германии, вообще с огромными традициями рабочего движения, независимые профсоюзы распущены, они больше не существуют. Зато создается Германский трудовой фронт во главе с Робертом Леем. Роберт Лей не доживет до начала Нюрнбергского процесса, покончит с собой в камере. И я думаю, что если бы он все-таки дожил до процесса, то он бы говорил о том, сколько хорошего он сделал, как он заботился о трудящихся. И трудящиеся, надо сказать, во многом так это и воспринимали. Проводится большая, обширная, разнообразная социальная политика. Лей проводил программу знаменитую «Сила через радость», в которой несколько было направлений. Самое было популярное – это дешевые круизы, когда рабочие, получавшие оплаченные отпуска, что было для Европы того времени невероятным делом, могли очень дешево купить путевки, отправиться в морской круиз, жить в гостиницах, хороших, чистых, дешевых гостиницах, путешествовать, что было до этого для них совершенно недоступно. Мощнейшая, развитая эта круизная программа. Одновременно с этим множество спортивных кружков, музыкальных, самодеятельных,
самостоятельность. Конечно же, фольклорная культура, там танцы, песни. Все очень хорошие вещи. Все очень здорово. Ясно, что это служит, конечно же, политическим целям. Германский трудовой фронт поглотил все профсоюзы. И это, конечно, было скопировано у Муссолини, но проведено с еще большей последовательностью. Значит, больше нет противостояния рабочих и предпринимателей, потому что и рабочие, и предприниматели находятся в этом трудовом фронте, а их проблемы разрешает государство. Государство дает дешевое жилье, государство дает пособие, государство дает вот эти вот все развлечения. Развлечения, конечно, массовые. Они, опять же, должны сплотить людей, должны превратить их вот в эту единую массу. Ну, действительно, как все здорово. Но на самом-то деле независимые профсоюзы, независимые общественные организации, любые, совсем не обязательно преследующие политические цели, а там культурные, спортивные, независимые организации – это часть гражданского общества. Здесь вся эта жизнь общества поставлена под жесточайший контроль государства. Но все довольны. Как здорово отправиться в путешествие, как здорово получить дешевую квартиру, как здорово заниматься музыкой. Вот не писать какие-то картины дегенеративного искусства, как называли авангард, а петь хорошие, старинные немецкие песни, они действительно очень хороши. Все прекрасно. И, конечно, большинство довольно. Разворачивающаяся с каждым годом все сильнее антисемитская кампания кого-то пугает, но, опять же, для многих это тоже такая привлекательная черта. Антисемитизм был, конечно, силен, дальше он раздувается. Очень много говорится, опять же, о евреях как о врагах, как о тех, кто вредит немцам. Почему? Потому что мощный еврейский капитал. А это всем понятно. Одно из первых антисемитских мероприятий еще в 1933 году был бойкот еврейских магазинов. Ну, кому-то это казалось странным. Ну, ладно, действительно, наверное, нехорошо себя евреи ведут. Кто-то был в восторге от этого. А дальше начинается постепенное, тоже не сразу. Хотя Гитлер абсолютно был ненависть к евреям, его была совершенно, ну, такой, в общем, тоже иррациональной. И дай ему волю, евреи были бы уничтожены в первый день его владычества. Но все идет постепенно. Начинаются постепенные, маленькие, такие точечные ограничения. Я была на семинаре, который проводили представители образовательного центра при музее Анны Франк в Амстердаме. Надо сказать, что все, что делает музей Анны Франк, это совершенно потрясающе, вот чисто с педагогической точки зрения. Он существует в той квартире в Амстердаме, где пряталось семейство Франков, где Анна Франк писала свой дневник. Но это давно уже не только рассказ об Анне Франк, о тех, кто был в этом убежище, об их судьбе, а это такой мощнейший центр по борьбе, опять же, далеко не только с антисемитизмом, а вообще с нетолерантностью, с мигрантофобией. И у них совершенно удивительные программы. И вот у них была такая программа, был мальчик еврейский, который жил в Берлине и вел дневник. И он записывал в этот дневник все те новые ограничения, которые вводились против евреев. И у них такой был удивительный урок, как вот работать с детьми, с этими материалами. Начиналось там просто с того, что показывали вот один за другим эти ограничения, а потом ученикам предлагали, во-первых, рассортировать их по каким-то группам. Ну, разные могли быть принципы сортировки, касающиеся детей, касающиеся взрослых, касающиеся частной жизни, общественной жизни. Я несколько раз давала это своим ученикам, там тоже все по-разному очень классифицировали. И там есть какие-то совершенно абсолютно нелогичные вещи. Ну, все знают там про желтую звезду, но там была масса других вещей. Например, еврейкам было запрещено носить драгоценности. А в какой-то момент еврейским семьям было запрещено владеть домашними животными. Были ограничения на обучение совместное еврейских и немецких детей. Там запрет ходить в бассейн. И очень часто ученики спрашивают, а вот это зачем, в чем смысл? Вот почему нельзя владеть домашними животными? И понятно, что смысл
в унижении, в сегрегации, в отделении, в таком вырезании евреев из общей жизни. Немецкие евреи были в большинстве своем прекрасно интегрированы в немецкую жизнь, а теперь их оттуда вот искусственным образом выделяют. И вот это постепенное такое медленное, неторопливое отделение людей от общества, оно приводило к тому, что и немцы привыкали постепенно к тому, что евреи живут не так, как они. И евреи постепенно привыкали. И каждый раз думали, ну еще вот это, ну в конце концов, ладно, ничего страшного, проживем без бриллиантов. Это ясно, что касалось не всех. Проживем без домашних животных. Можно и не ходить в бассейн, можно и велосипедами не пользоваться. И вот так, вот одна уступка за другой, люди двигались по направлению к своей гибели, еще не подозревая об этом. Будут приняты Нюрнбергские расовые законы, которые уже узаконят идею о том, что евреи – это низшая раса, которые запретят какие-либо сексуальные контакты, уж тем более браки между евреями и неевреями. И надо сказать, что вот этот образ евреев, посягающих на арийских девушек, но это вообще любимый образ пропаганды далеко не только нацистской. Вот то, что они посягают на наших женщин, на наших детей, это любимейший такой ход пропагандистский, многими другими режимами, заимствованный у Геббельса. И это тоже, в общем-то, обращение к бессознательному, обращение к эмоциям, обращение к такому идущему с древнейших времен желанию защитить свою семью, свою женщину, своих детей. Вот на этом идет игра. Знаменитый пример этой пропаганды – фильм «Еврей Зюс», снятый к большому восторгу Геббельса, который считал его идеальным антисемитским фильмом. Это история знаменитого финансиста XVIII века, еврея Зюса, служившего одному из немецких герцогов и затем обвиненного в коррупции, что, наверное, может быть, было и верно, но важнейшим обвинением было то, что у него были романы с христианскими женщинами, что, похоже, тоже было верно. Но история еврея Зюса стала такой очень важным моментом и в сознании немецких евреев, и в антисемитской пропаганде. Еще до создания фильма Фихтвангер напишет свой роман «Еврей Зюс». Это роман, в общем-то, о возникновении фашизма. Хотя дело происходит, конечно, в XVIII веке. А в фильме как раз показан гнусный, мерзкий, грязный Зюс. Зюс был совершенно тоже ассимилированным евреем, только уже в тюрьме у него проснулось вдруг еврейское чувство. Он отказывался есть некошерную еду, он читал еврейские молитвы, когда его везли на казнь. Но это будет позже. А здесь он изначально вот чужой, не такой. Он окружает себя тоже гнусными, грязными евреями. Он шантажирует отца прекрасной, чудесной немецкой девушки, которая не хочет, конечно же, выдавать ее за этого мерзкого подлеца, и быстро выдает ее за чудесного, тоже прекрасного молодого человека. А дальше там заимствован ход из оперы «Тоска», конечно же, когда Зюс говорит, что будет пытать жениха этой юной девицы, если она ему не отдастся. Вот все это работает на самых таких низменных, отвратительных инстинктах. И постепенно это накаляется все больше и больше. Дальше будет очень интересный перерывчик. 1936 год, Олимпиада, которая, знаешь, меня не устает поражать. Вот мысль о том, что как в 1936 году приехали в Берлин все как миленькие. Точно так же, как в наше время ехали в Китай и ехали в Сочи уже после аннексии Крыма. Все приехали в Берлин, рядом с Олимпийским огнем были установлены свастики, и команды, проходившие на открытие Олимпийских игр, некоторые из них поднимали руки в нацистском приветствии, включая французскую команду. Они потом говорили, а мы считали, что это олимпийское приветствие, а что там такого? Перед Олимпиадой на несколько месяцев антисемитские лозунги были убраны, надписи, там, что евреям здесь не место, были убраны, вообще вся вот это вот давление на евреев как бы исчезло.
надо было привлечь международную общественность, показать совсем другой облик Германии. Как водится, тут же и за пределами Германии, и в Германии были люди, которые говорили, ну вот теперь разум торжествует, вот то, что уже было раньше, все прошло, а теперь все будет хорошо. То есть эта вот вера в то, что все будет хорошо, она ничем, очевидно, не выжигается и приводит к гибели множества людей. А после Олимпиады все стало закручиваться все сильнее, сильнее, сильнее. Ну и, наконец, вот все эти надежды окончательно похоронены, когда осенью 1938 года еврейский мальчик Гершель Гриншпан убивает в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата. Из этого сразу, опять же, естественно, делается вывод о наступлении евреев на арийскую расу. И в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года происходит то, что на самом деле не очень правильно называется «Хрустальной ночью». «Хрустальная ночь» уж больно красиво звучит. А что происходило в эту ночь? Погромы, поджоги синагог. «Хрустальной» ее назвали, потому что громили витрины еврейских магазинов. Издевательства над евреями ужасающие. И все эти события вот как-то с красивым хрусталем совсем не ассоциируется. И это был уже очень важный перелом. После событий ноября 1938 года резко уже ухудшается положение евреев, уже практически невозможно выехать из страны. Да, это раньше можно было, продав имущество по дешевке, но отъезд был открыт. После этого уже прямая дорога к депортациям, к уничтожениям. Но решение о том, что будет так аккуратно названо окончательным решением еврейского вопроса, то есть курс на полное уничтожение, будет принято только в 1942 году на Ванзейской конференции. Но движение в эту сторону идет уже и до войны. А между тем война приближается. И вот, конечно, тоже очень важная вещь в истории Германии, важная вещь для понимания Гитлера – это внешняя политика. Один из факторов, который он все время беспрерывно эксплуатировал в своих выступлениях, это гнусная несправедливость Версальского договора, закончившего Первую мировую войну. Ну и надо сказать, что Версальский договор действительно был не слишком справедливым. Единственной виновницей войны была объявлена Германия, хотя сегодня, в общем, понятно, что все практически державы, участвовавшие в Первой мировой войне, хотели этой войны по тем или иным причинам. Но Германия объявлена главной виновницей, и поэтому все основные пункты Версальского договора, который вроде бы как создан для того, чтобы избежать новой войны. Но, по сути дела, они направлены на то, чтобы ослабить Германию. Ну, логика понятна. Германия развязала мировую войну, надо не позволить ей развязать какую-либо еще. Поэтому Германию лишают части таких стратегически, экономически важных территорий, резко ограничивается германская армия, сводится к 100 тысячам и без тяжелых вооружений, то есть практически ни к чему. Резко ограничивается германская военная промышленность, то есть Германия поставлена на колени. К этому вопросу Гитлер будет возвращаться бесконечно, беспрерывно. Он человек, прошедший Первую мировую войну, видевший все ужасы фронта. И вот интересно, что Первая мировая война породила пацифизм, породила литературу потерянного поколения, Хемингуэй, Ремарк, такую антивоенную мощную литературу. И она же породила огромный милитаризм. И Гитлер все время возвращается не столько к войне, сколько к предателям 18 года, к тем, кто произвел революцию, к тем, кто пошел на переговоры, а надо было сражаться до последнего, к тем, кто заключил перемирие. И не случайно очень многие из политиков Веймарской республики в первые же месяцы правления Гитлера будут отправлены в концлагеря. Они предатели, он мечтал с ними расправиться. И он мечтал и обещал все время, это очень тоже нравилось тем, кто его слушал, он обещал реванш, он обещал вернуть Германии величие. И вот тоже удивительная вещь. То есть практически он говорил людям: я приду к власти, и мы будем воевать. Конечно, это не так все просто.
Он тоже как очень четко сформулировал Иоахим Фест, что у Гитлера в 30-е годы у него концепция внезапных насильственных действий, то есть он все время что-то такое делает силой, противовес всем международным соглашениям, она маскируется миролюбивой болтовней. Внутри страны, в общем, он тоже, больше, конечно, миролюбивой болтовни было больше вовне, направленной на дипломатов других стран, но в стране он тоже говорил, что он обеспечит процветание, он обеспечит мир, но ради этого надо, может быть, пожертвовать собой, пойти вперед. Но как-то все слышат в основном, что будет процветание. А что надо будет жертвовать, это сначала совсем непонятно. И очень хорошо видно, как действия Гитлера с начала, с 1933 года практически, в общем, можно сказать, что даже до 1941-го, как они укладываются в эту систему, как здорово у него все получается. И это вызывает огромный энтузиазм. Уже в 1933 году, вскоре после прихода к власти Гитлера, Германия выходит из Лиги наций. Лига наций – международная организация, созданная как раз после окончания войны. Устав Лиги наций был включен в Версальский договор. Нам это не нужно. То есть он сразу показывает, что он не будет иметь дело с международным сообществом. А они продолжают с ним иметь дело. Они возмущаются каждый раз тем, что он делает, и предлагают ему переговоры. Или он предлагает, как бы манит немножечко. И тут же дипломаты английские, французские идут на эти переговоры. Вот эта вот политика, которую позже назовут политикой умиротворения агрессора, она, конечно, из сегодняшнего дня выглядит невероятно близорукой, непродуманной. Но, конечно, надо понять, что это 30-е годы. После окончания Первой мировой войны прошло не так уж много времени. Все эти политики, Чемберлен в Англии, Даладье во Франции и другие, если они скажут своим избирателям, что они будут воевать с Гитлером, да их сметут тут же. Никто не хочет войны, все помнят, какая была война. Значит, надо с ним беседовать. Им отвратителен Гитлер. Чемберлен в какой-то момент сказал в своем окружении, да это просто дешевая шавка. Все равно он с ним ведет переговоры. Таким образом, надо обеспечить мир. И вот здесь несколько вещей, наверное, важных для понимания международных отношений 30-х годов. Вот несколько цитат у меня. Во-первых, такое очень печальное, но разумное замечание Иоахима Феста. Европа в 30-е годы имела почти столько же слабых мест, которыми воспользовался Гитлер, сколько и Германия. То есть что имеется в виду? В Европе в разной степени, в разных странах тоже есть культ силы, есть национализм, есть антисемитизм, есть страх перед коммунистической угрозой. То есть все то, чем Гитлер привлек своих избирателей. И в других странах, я даже не говорю про такие достаточно авторитарные режимы, которые были, скажем, в Венгрии, в Румынии, которые с большим интересом и даже подчас с восторгом следят за тем, что делает Гитлер. В Англии, в демократической Англии есть множество безумных поклонников Гитлера. Конечно, их не так много, как в Германии, но они есть. И он представляется сильным, энергичным политиком. Да, националистом, что ж, да, бывает. Да, антисемитом, а где нет антисемитизма? Зато он против большевиков. И Гитлер очень хорошо играет на этом страхе. Великий Томас Манн напишет уже позже, конечно, после войны. Мучительно медленное, каждый раз почти полностью отрицаемое осознание того факта, что той Европы, о приверженности к которой мы, немцы, внутренние и внешние мигранты, заявляли, и которую мы считали нашей моральной опорой, в действительности за нами не было. Это можно толковать по-разному. И в том, что Европа была близка Гитлеру, и в том, что она не собиралась бороться с Гитлером. Это облегчало Гитлеру его действия. И сразу же после прихода к власти начинается очень быстрое развитие военной экономики. И вот эти милитаризация экономики создаст невероятное количество рабочих мест, поможет справиться с безработицей. Это нарушение условий Версальского договора.
И вот сколько уже сказано, невозможно об этом не думать и не повторять, что вот в 1934-м, 1935 годах было столько возможностей применить силу против Гитлера и остановить его. Но это же не дипломатично, это же не демократично. Я не хочу говорить это с иронией. Я понимаю эту логику, хотя она вызывает у меня ужас. В 1934 году один британский дипломат пишет такую докладную записку, и в ней говорится о том, что Гитлер всячески нарушает Версальский договор, усиливает армию, развивает военную промышленность, и он пишет: если уж проводить похороны, имеется в виду Версальского договора, то лучше сейчас, пока Гитлер настроен оплатить услуги похоронной конторы. Что это значит? А Гитлер все время, он вот строит еще заводы и предлагает англичанам обсудить морское соглашение, по которому будет ограничен флот немецкий. Он будет развиваться, но будет ограничен. Вот он еще что-то там новое вводит, там танк. Он много танками очень занимался, танки потом будут составлять очень важную силу немецкой армии. И предлагает какие-то еще уступочки. То есть он все время балансирует, он все время обводит вокруг пальца прожженных дипломатов, не то что там каких-то простых наивных избирателей. И они идут и идут ему навстречу. В 1935 году проходит плебисцит в Саарской области. Саарская область – маленький-маленький кусочек Германии на границе с Францией, но он бесценен, потому что там находится очень богатый угольный бассейн. А условия Версальского договора были таковы, что Германию лишили как раз вот тех территорий, где было много угля, необходимого для тяжелой промышленности. И Саарский угольный бассейн, по условиям договора, он должен был 15 лет находиться под контролем Лиги наций. Фактически это был контроль Франции. И, естественно, это никому не нравилось Германии. И вот проходит 15 лет после 19 года, когда был подписан Версальский мир, и в 1935 году проходит плебисцит, всенародное голосование в Сааре. Подавляющее большинство голосует за то, чтобы выйти из-под контроля Лиги наций и вернуться обратно под контроль Германии. Какое-то крошечное меньшинство, как коммунистов в основном, голосовало против. Все остальные ликуют, Германия получает уголь. Ну, все прошло вполне демократично, все честно. 1936 год – сложный год в предвоенной истории. Это время, когда во многом из-за угрозы фашизма усиливаются левые силы. Побеждает Народный фронт во Франции, левое правительство, которое даже подпишет договор с Советским Союзом о взаимопомощи. В 1936 году в Испании приходит к власти Народный фронт, левые. Начинается гражданская война в Испании. Гитлер и Муссолини будут откровенно поддерживать франкистов, поддерживать восставших против левых сил законного правительства. В это же время Муссолини захватывает Эфиопию. То есть вот напряжение со всех сторон. И Гитлер, с одной стороны, он продолжает свою политику вооружения, милитаризации экономики. В то же время он заключает ряд договоров. В 1936 году заключается договор между Германией и Италией. В этом же году заключается договор с Японией, который получает замечательное название «Антикоминтерновский пакт». Что такое Коминтерн? Это объединение коммунистических партий всей Европы, центр которого в Москве. Антикоминтерновский пакт звучит приятно. Япония присоединится к союзу Германии и Италии, так возникнет ось Рим-Берлин-Токио. Вот такая ось, как бы пронзающая земной шар. И он подчеркивает все время вот это вот свое антикоммунистическое направление, свои антикоммунистические действия. И это находит, конечно, благожелательный отзыв на Западе. И у простых людей, и у политиков. А одновременно с этим 1936 год, нарушение еще одного важного пункта Версальского договора, Рейнская область, надо понять, что по реке Рейн проходила граница между Германией и Францией, и вот рядом с границей существовала так называемая демилитаризованная зона, то есть несколько десятков километров от границы, это была территория, где Германия не могла держать войска. И Гитлер
вводит войска в Рейнскую демилитаризованную зону, в Рейнскую область. И опять же, это 1936 год. Конечно, немецкая армия уже развита, уже сильна, но вообще-то в этот момент можно было остановить эти войска. И он это понимал, и он нервничал страшно, и ждал этого. Он проверяет границы дозволенного, раздвигает их все больше и больше. Позже, вспоминая то, что происходило, Гитлер говорил: «Если бы французы вошли тогда в Рейнскую область, нам пришлось бы с позором и бранью отходить, ибо имевшихся у нас военных сил не хватило бы даже для умеренного сопротивления». Но они не вошли, никто не вошел. И Гитлер восклицает, когда это становится уже ясно: «Как я рад! Господи, как я рад, что дело прошло так гладко! Да, мир принадлежит смелому, ему помогает Бог». И вот он в очередной раз убеждается, что ему, конечно, помогает Бог, что он избранный, что он может все. И вот это вот его убеждение растет с каждым годом. Оно подкрепляется этим раздувающимся его культом внутри страны и его огромными успехами во внешней политике. Значит, пока, вот до 1936 года, он действовал, как бы внутри Германии. Царский угольный бассейн, это же Германия. Да, конечно, лишь договорились в Версале, ладно, вернули. Проголосовали люди тем более. Рейнская демилитаризованная зона, был договор, но это было давно, сейчас все изменилось. Версальский договор, конечно, не очень справедливый. Хорошо, это касается, в конце концов, Германии. Он помогает франкистам в Испании, мятежникам. Они же борются против коммунистов. Да, нехорошо, ладно. Как мы знаем, западные державы, республиканское правительство в Испании, все слышали о том, как Советский Союз помогал республиканцам в Испании. Но вообще-то изначально республиканцы в Испании не так уж хотели обращаться к Советскому Союзу. Они очень долго обращались к западным державам. А те тянули, они создали комитет по невмешательству в испанские дела, который ничего не решал. И в конце концов они обратились к Сталину, потому что просто больше не к кому было обращаться. А Гитлер четко проводит свою линию. Дальше, 1938 год, начинается кампания по объединению, воссоединению, как говорилось, с Австрией. И здесь тоже такая сложная, непростая вещь. В Австрии были люди, не желавшие соединения с Третьим Рейхом, а были те, кто об этом мечтали. Не забудем, что меньше чем за 100 лет до этих событий, еще в середине XIX века, не было никакой единой Германии, были разные государства, германские. Двумя главными германскими государствами считались Пруссия и Австрия, которые боролись между собой за то, кто станет центром объединения. Пруссия разбила Австрию в битве при Садовой, и Пруссия стала центром объединения Германии, исключив из этого объединения Австрийскую империю. Теперь Гитлер хочет, скажем так, исправить эту историческую несправедливость. Он много говорит о том, что Австрия – это тоже Германия, и поэтому жители Австрии должны воссоединиться со своей родиной. После Второй мировой войны в Австрии было сделано очень много для того, чтобы дистанцироваться от наследия фашизма. И сегодня говорят об австрийской литературе, об австрийской культуре, что вполне резонно. Даже иногда говорят об австрийском языке, хотя, конечно, здесь все-таки сложновато уж говорить, что это отдельный язык. Хотя, конечно, австрийский диалект отличается от других. Но в тот момент сильно движение в Австрии за соединение с Рейхом. Гитлер давит. Попытки, очень слабые попытки этому противостоять, в общем, ни к чему не приводят. На март 1938 года в Австрии объявлен референдум для обсуждения вопроса об объединении Германии, но Гитлер не хочет даже дожидаться этого референдума. Он тоже колеблется, он не очень понимает, как ему быть. Он только въезжает в Австрию, он приезжает в город Линц, где прошла его молодость, и его там встречают с таким восторгом, что дальше уже у него это не вызывает никаких сомнений. Происходит то, что названо было аншлюс. Не завоевание, конечно же, не захват, не аннексия, а включение Австрии в состав Третьего Рейха. А дальше достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что после
присоединения Австрии, следующей должна была быть Чехословакия, которая теперь в результате так как будто бы вклинивалась в немецкие территории. Плюс к этому в Австрии тоже большие залежи угля, которые нужны для промышленности. И опять Гитлер начинает играть на идеях, которые разделяют и другие страны. Он не говорит, что он хочет захватить Чехословакию. Он говорит, что Судетская область – это часть Чехословакии, в которой большинство составляет немецкое население, что Судетская область тоже хочет воссоединиться с Германией. Когда пропаганда начинает говорить о том, как нарушаются права судетских немцев в Чехословакии, о том, что им необходимо воссоединиться с Родиной, то они все время апеллируют к праву нации на самоопределение. А это право, которое разделяют другие страны. Это идея очень близкая всей европейской жизни. Каждая нация имеет право на самоопределение. Почему судетские немцы лишены этого права? И вот к осени 1938 года складывается очень непростая ситуация, потому что Гитлер вообще-то в это время уже не прочь начать войну. У него есть тоже такие жуткие высказывания 1938-1939 года, где он просто говорит, что я уже не молод, мне надо, чтобы война была при моей жизни. Он хочет этой войны. Он вообще-то рассчитывает на то, что ему окажет сопротивление. И еще одна удивительная вещь, что уже в это время, прежде всего среди военных немецких, нарастает нежелание следовать политике Гитлера. Есть люди, занимающие достаточно высокие посты, которые понимают, что Германия совершенно не способна к войне. Тут вопрос, что их больше волнует, что это агрессивная война или что это война, которая погубит Германию. Но во всяком случае они не хотят этой войны. Полковник Ханс Остер, который оказывается в центре вот этих антигитлеровских, скажем так, сил, начинает переговоры тайные с разными крупными военными чинами. Практически создается заговор. И дальше удивительная вещь, потому что эти военные завязывают отношения с британской дипломатией. И вообще-то они готовы выступить против Гитлера осенью 1938 года, если их поддержат англичане. А англичане им не верят и не делают этого. Есть сведения о том, что тогдашний начальник генштаба гитлеровского Людвиг Бек сказал: принесите мне доказательства, что Англия начнет войну в случае нашего вторжения в Чехословакию, и я прикончу этот режим. Но Англия не хочет начинать войну. Один из высокопоставленных немецких государственных деятелей, который потом тоже будет обвинен в заговоре и казнен, говорил применительно к сентябрю 1938 года: это был бы конец Гитлера. Побоявшись небольшого риска, мистер Чемберлен, премьер-министр британский, сделал войну неизбежной. Английским и французским народам придется защищать свою свободу с оружием в руках, если они не предпочтут рабское существование. То есть вот эти заговорщики были готовы выступить. Они исходили из того, что вот сейчас будет вторжение в Чехословакию, и если Англия и Франция отреагируют на это с военной силой, то они будут действовать внутри страны. Там уже были разные варианты. Кто-то говорил, что надо убить Гитлера. Уже договаривались с каким-то психиатром, который должен был признать Гитлера сумасшедшим, невменяемым. Непонятно, как бы все пошло. Но вообще они были готовы действовать. Но вторжение в Чехословакию не понадобилось, потому что в Мюнхене происходит встреча представителей Германии, Италии, Великобритании и Франции, Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье. Что остается делать Чехословакии, которая лишена какой-либо поддержки? Удивительно то, что Чемберлен, прилетев в Великобританию, радостно сказал журналистам: теперь мир обеспечен. И я не сомневаюсь, что он действительно в это верил. Проходит всего несколько месяцев, и в марте немецкие войска вторгаются в Чехословакию и захватывают ее полностью. Здесь становится ясно, что политика умиротворения агрессора провалилась. Но на самом деле это ясно сегодня, потому что 1,5 года все еще будут делаться попытки о чем-то договориться с Гитлером. Хотя это было совершенно, конечно, бессмысленно. Но во всяком случае,
весной 1939 года Чемберлен дает гарантии Польше, потому что было ясно, что следующей жертвой будет Польша. Немецкая пропаганда уже сосредоточена на Польше, уже говорится о необходимости возвращения Германии Данцига, Гданьска, который был объявлен вольным городом по Версальскому договору, о том, что возмутительная ситуация, по которой Восточная Пруссия, колыбель величия Германии, оторвана от основной территории Германии, какая-то вот Польша затесалась между ними. Необходимо исправить эту ситуацию. Ясно, что Польша будет следующей. Это ситуация весны 1939 года, когда Англия и Франция делают слабые попытки договориться с Советским Союзом. Об этом уже шла речь в одной из лекций о Сталине, поэтому сейчас подробно на этом останавливаться не будем. Но понятно, что особого энтузиазма на этих переговорах англо-франко-советских никто не проявлял. Понятно, что англичане и французы с большим подозрением смотрели на Сталина. И Сталин на них. Но в этот момент уже, конечно, прощупывают дипломаты немецкие и советские возможности договора. 20 августа Гитлер отправляет телеграмму Сталину с просьбой принять Риббентропа в Москве. И 23 августа 1939 года мир узнает потрясающее известие, что Гитлер и Сталин, Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении. Очень много всегда говорится о том, как были потрясены все левые силы в Европе, потому что Советский Союз воспринимался как главная антифашистская страна, и вдруг договор с Гитлером. На самом деле не меньше были потрясены и антикоммунистические силы в Европе, потому что Гитлер в течение многих лет показывал, что он враг коммунистов. Теперь он с ними договаривается. Так, конечно, сегодня, если посмотреть, то понятно, что договорились два тоталитарных правителя, два тирана. Удивительно, что они не договорились раньше. Но в тот момент это был шок, в общем-то, для всех, для левых, для правых, для кого угодно. Ну, а дальше 1 сентября сфальсифицировано якобы нападение поляков на Германию, и под этим предлогом Германия вторгается в Польшу. Начинается Вторая мировая война. Мы не будем, конечно, сейчас говорить подробно об истории Второй мировой войны. Нас интересует именно то, как себя ведет Гитлер. 1 сентября, когда начинается война, он, с одной стороны, может быть уверен, что не будет нападения с Востока, он договорился со Сталином. Они уже договорились о разделе Польши. Но как поступят Англия и Франция? События предыдущих лет давали ему возможность понадеяться, что, может быть, они опять ограничатся там возмущенными словами и больше ничего. Для Германии с ее положением в центре Европы всегда страшная опасность, и это было хорошо видно во время Первой мировой войны, всегда страшная опасность — война на два фронта. И вот сейчас, если Англия и Франция ударят с запада, то Германия будет в сложном положении. И сначала, вот 1-2 сентября, кажется, что ему опять повезло, что опять ничего не будет. Но на этот раз получилось по-другому. Вот есть воспоминания Пауля Шмидта, переводчика Германского министерства иностранных дел, который должен был 3 сентября перевести для Гитлера сообщение о том, что Великобритания объявила Германии войну. Когда я вошел, Гитлер и Риббентроп бросили на меня напряженный взгляд. Остановившись на некотором расстоянии перед столом Гитлера, я стал медленно переводить ему ультиматум британского правительства. Когда я закончил, воцарилась полная тишина. Гитлер сидел, словно окаменев, уставившись в пространство перед собой. Он не утратил самообладание, как утверждали позже, не бушевал, как это было по воспоминаниям других. Он сидел на своем месте совершенно тихо и неподвижно. Через какое-то время, показавшееся мне вечностью, он повернулся к Риббентропу, который остался стоять у окна, будто оцепенев. «Ну что теперь делать?» – спросил Гитлер своего министра иностранных дел с яростью в глазах, как бы желая выразить, что Риббентроп неверно проинформировал его о реакции англичан. Риббентроп тихим голосом ответил: «Я предполагаю, что в следующий час такой же ультиматум предъявят нам и французы». Но действительно,
Ультиматум был предъявлен, немцы не ушли из Польши, соответственно, Англия и Франция объявляют Германии войну. Опять, если бы в этот момент действительно был нанесен удар по Германии, то, конечно, были бы жертвы и в английской, и в французской армии, но ясно, что Вторая мировая война закончилась бы намного раньше. Этого не происходит. Начинается период, получивший название «Странная война», потому что война объявлена, но боевые действия практически не ведутся. И это дает возможность Гитлеру еще в конце 1939 и в первые месяцы 1940 года, пользуясь этой пассивностью Англии и Франции, по сути дела, продолжающих все то же умиротворение агрессора. Да, в новой форме, да, они объявили войну, да, они поддерживают Польшу, да, они поддерживают Норвегию, в которой тоже вторгнется Гитлер. Но вот эти несколько месяцев, во-первых, это дальнейшее еще развитие милитаризации, а во-вторых, это еще новые захваты, потому что за это время уже Гитлер успевает захватить Скандинавию, Данию, Норвегию, успевает приготовиться к дальнейшей войне, и 10 мая 1940 года, нарушив нейтралитет Бельгии и Голландии, Гитлер вторгается во Францию. Странная война закончилась. Но удивительно то, что еще в мае 1940 года, конечно же, сразу рухнуло правительство Чемберлена. Конечно, слава богу, премьер-министром Великобритании становится Черчилль, который собирается бороться до последнего. Но в течение всего мая на Черчилля еще давят, а его положение еще очень непрочно. Он еще не стал тем обожаемым национальным лидером. Еще запросто его же партия могла его снять. И вот на него давят, чтобы он начал переговоры. Ему предлагают посредников, которые готовы связаться с Муссолини, в надежде, что Муссолини свяжется с Гитлером. Надо идти на переговоры. И, конечно, огромная роль в это время Черчилля, который заявляет, что будет сражаться до последнего. И вот до лета 1940 года абсолютная уверенность Гитлера в том, что он действует верно, что он избран судьбой, что он должен сотворить чудеса. Она получает одно подтверждение за другим. Он договорился со Сталиным, обманув западные державы. Он вторгся в Польшу, да, ему объявили войну, но дальше войны нет. Он захватывает еще территории. Он вторгается во Францию. Это первая настоящая военная кампания. Поляки героически сражались, но превосходство немецких войск все-таки было огромным. Война с Францией, здесь все-таки уже больше жертв, но тоже за 1,5 месяца, с 10 мая до 20 чисел июня, немецкие войска продвинулись от границы очень далеко, они заняли большую часть Франции, и в конце концов Франция капитулирует. Маршал Петен, герой Первой мировой войны, Верденский лев, обращается к Гитлеру с просьбой о переговорах. Гитлер, узнав о готовности на капитуляцию, в загородном доме он находился, он открыл ставни, погасил свет, смотрел в окно. Вот явно он переживал такое ощущение собственного величия. Затем он прилетает в Париж, где он до этого, конечно, никогда не был. Он проводит экскурсию по зданию оперы, он же художник, он же архитектор, он же во всем этом разбирается. Потом его 3 часа возят по Парижу, он смотрит на все эти места, о которых он столько слышал и читал, но никогда здесь не был. Потом он посещает места Первой мировой войны, то есть он упивается своей победой, он упивается своим триумфом. Он убежден, что и дальше все будет так. И надо сказать, что до этого момента, опять же, общественное мнение германское, опять мы исключаем антифашистов, мы исключаем тех, кого преследовали, но общественное мнение на его стороне. Вот он обещал победы, и победа и есть. Известная история о людях, которые стали пытаться сопротивляться Гитлеру тем или иным способом, когда первые похоронки, первые гробы стали возвращаться из Франции. Но они все-таки пока в меньшинстве. Триумф за триумфом. И дальше, в общем, не так уж далеко до полного господства над миром. А куда идти дальше? И вот здесь возникает вопрос. Потому что у Гитлера всегда было очень противоречивое отношение к Англии.
С одной стороны, есть миллион цитат из его речей, где он говорит о том, что вот английский капитализм, еврейские капиталы, колонии английские, вот это все главные враги Германии, что Англия должна быть повержена. Очень много всего. В то же время он неоднократно мечтал о союзе с Англией. И потом он будет говорить, если бы не этот пьянчуга Черчилль, то, может быть, можно было бы договориться с Англией. Здесь очень много непонятных и странных вещей. Одно из величайших, удивительных событий в истории Второй мировой войны – это то, что называется Дюнкеркское чудо. Когда в конце мая английские и французские войска были прижаты к берегу в порту города Дюнкерка, и было ясно, что сейчас просто наступающие немцы их раздавят. И французские войска уже и так терпели поражение, а здесь была сосредоточена большая часть, в общем-то, лучшие отборные британские войска. И если бы они были уничтожены, у Великобритании просто не осталось бы сил, чтобы защищаться дальше. А вот в конце мая происходит удивительная вещь, потому что немецкие войска, идущие к Дюнкерку, получают приказание остановиться. Ох, с тех пор сколько было споров и сколько попыток решить вопрос о том, кто же отдал этот приказ. Есть разные генералы, которые приписывали себе это решение, кто велел Гудериану остановиться. Есть мнение, что сам Гудериан, великий генерал Гитлера, что он принял это решение, хотя, с другой стороны, известно, что он был в ярости совершенно, ему вот чуть-чуть осталось пройти, и все, будет Англия и Франция разгромлены. Есть версия, правда, никакими реальными фактами не подтвержденная, что, может быть, сам Гитлер тайно отдал этот приказ, но сторонники этой версии считают, что он не хотел полностью уничтожать Англию. Это сложный вопрос, и это слабо подкрепленная версия, но тот факт, что Гитлер действительно как-то вот метался, не мог полностью определить свое отношение к Англии, это, безусловно, так. Благодаря тому, что немецкие войска остановились, дальше вот это вот потрясающее чудо, происходящее в Великобритании, но отсылаю всех к гениальному, на мой взгляд, фильму «Темные времена», где как раз показан вот этот месяц в жизни Черчилля. Там много чего придумано, но основные исторические факты показаны, конечно, потрясающе. И британцам удается эвакуировать большую часть своих войск из Франции, при том, что их вывозят далеко не только британский флот, но пересекают Ла-Манш пожарные корабли, яхтсмены, все, кто угодно, вывозят своих людей. И большая часть английской армии будет спасена. И Великобритания сможет сражаться дальше. Начинается блиц, начинаются бомбежки Великобритании. Опять же, здесь тоже он уверен, Гитлер, что вот-вот будет победа. В данном случае его, конечно, ввел во многом в заблуждение Геринг, командовавший Люфтваффе и утверждавший, что мы подавим британскую авиацию, в общем, моментально. Идея была подавить британскую авиацию, после чего вторгнуться на британские острова. Но не удалось подавить британскую авиацию, и бомбежки страшные будут продолжаться в течение всей войны. Но Великобритания устояла. И тоже вопросы, по которым нет единства у историков. В какой момент Гитлер решил, что он нарушит свой договор со Сталиным и нападет на Советский Союз? Тоже очень разные по этому поводу высказываются мнения. План Барбаросса разрабатывался, план нападения на СССР. Но вот в какой момент Гитлер решил, что он его все-таки приведет в действие? Хотел ли он этого еще в 1940 году? Решил ли он нападать на Советский Союз, когда увидел, как плохо советские войска воевали с Финляндией зимой 1939-1940 года? Думал ли он об этом раньше? Непонятно. Или, может быть, думал об этом изначально, договариваясь со Сталиным. Тут вот мнения расходятся. И здесь еще тоже другой такой загадочный момент, когда в мае 1941 года один из ближайших помощников Гитлера, Рудольф Гесс, человек, еще сидевший с ним вместе в тюрьме после пивного путча, записывавший за ним текст «Майн кампф», который Гитлер диктовал. Один из главных создателей всего нацистского режима, Рудольф Гесс, садится на самолетик маленький и перелетает
Великобританию. Материалы по делу Гесса засекречены до сегодняшнего дня. Причем они должны были теоретически быть рассекречены, в какой-то момент продлили секретность. То есть сам Гесс утверждал, что он перелетел для того, чтобы предупредить англичан о ближайшем развитии событий, о том, что Гитлер собирается нападать на Советский Союз. В Советском Союзе в мае 1941-го очень заволновались, узнав об этом перелете, потому что было подозрение, и не только в Советском Союзе, что, может быть, Гитлер сам послал Гесса. Хотя Гесс утверждал, что он разочаровался в безумной политике Гитлера и перелетел к англичанам. Англичане держали его как военнопленного, и Гесса будут судить на Нюрнбергском процессе, и он получит пожизненное заключение, будет последним заключенным тюрьмы Шпандау, когда уже все там или умрут, или отсидят свой срок и выйдут, а он все будет один сидеть. И в тот момент, когда начнется перестройка, и когда у него как раз появится шанс выйти на свободу, потому что Англия, Франция, Америка были готовы уже этого старика больного выпустить. Только Советский Союз не разрешал. И когда стало понятно, что Горбачев может позволить освобождение Гесса, в этот момент он покончил с собой и унес с собой свои тайны в могилу. Но это тоже породило разные журналистские предположения, что не покончил он с собой, что его убили. Но это все уже из области фантазии. Но версия о том, что, может быть, специально Гитлер отправил Гесса под видом перебежчика, чтобы как-то договориться с Англией, она существовала и существует. С другой стороны, есть совершенно иная версия, потому что войскам немецким, стоявшим в Польше, раздавали карты Англии, специально, чтобы создать впечатление в начале 1941 года, что их будут перебрасывать против англичан, то есть чтобы запутать Советский Союз. Кто здесь кого обманывал, кого провоцировал, тут вопрос очень-очень сложный. Но дальше, как мы знаем, 22 июня 1941 года немецкие войска нападают на Советский Союз. Это такая всем нам известная дата, ясная, понятная. Мы знаем, что Гитлер напал на Советский Союз, вроде как не мог не напасть. Между тем, тоже множество историков думают, зачем он это сделал. Или, вернее, наверное, надо сказать так, почему он это сделал, не закончив войну с Англией. То есть, начиная с августа 1940 года, значит, уже почти год, Англию бомбят. Да, английские летчики защищаются, англичане сопротивляются. Но понятно, что вторжение на Британские острова может происходить только летом. Невозможно пересекать Ла-Манш с военными целями осенью, зимой. Хорошо, значит, август 40-го, сентябрь 40-го, страшные бомбежки Англии, англичане сопротивляются, не вышло. Прошла осень, прошла зима, наступает снова лето, почему не попытаться снова? То есть Гитлер сам создает ситуацию, в которой у него война на два фронта. Конечно, это другая война, потому что Франция им завоевана, он может не бояться, что с материка на него ударят, но все-таки у него есть одна кампания военная против Англии, и не завершив ее, он начинает другую. В 1945 году, когда советские войска уже на подступах к Берлину, Гитлер, конечно, мучительно пытается понять, когда что пошло не так. И в частности, он возвращается к этому моменту, который историки потом тоже будут всегда считать его просчетом. Зачем он напал на Советский Союз? И он говорит следующее. Чтобы побудить англичан сдаться, нужно было отнять у них надежду противопоставить нам на континенте противника нашего ранга, то есть Красную армию. Получается, что он напал на Советский Союз, чтобы вынудить англичан сдаться. Но меня это как совсем не убеждает. Я не понимаю, почему в начале 1941 года англичане должны были рассчитывать на Красную армию, если Советский Союз подписал договор с Гитлером. Это что-то какое-то странное рассуждение. Вторая причина – та колоссальная опасность, которую представляла для нас Россия самим фактом своего существования. Но это более резонно. Она стала бы нашей гибелью, если бы вздумала однажды напасть на нас. Наш единственный шанс победить Россию состоял в том, чтобы упредить ее. В течение последних недель перед нападением на СССР мне не давала покоя мысль, что Сталин может меня опередить.
Вот это, конечно, тоже интересный момент. В какой-то мере он, наверное, работает на концепцию Виктора Суворова, который доказывает, что Сталин действительно собирался напасть, Гитлер его опередил. Как бы то ни было, Гитлер совершает этот, в общем-то, просчет. Вот одной из причин этого просчета было то, что он, конечно, верил уже к этому моменту в свою непобедимость. И, в общем, ему было чему верить. До этого момента он нигде не потерпел ни одного поражения. И поэтому он убежден, что сейчас эта кампания против Советского Союза тоже будет блистательной и очень быстрой. Очень много говорят, пишут о причинах поражений советской армии в первые месяцы войны. Отсылаю всех желающих к моей лекции о Сталине и войне. Но есть и другая вещь. В первые месяцы немецкая армия двигается очень быстро, советские войска попадают в окружение, сотни тысяч войск. Вроде бы все опять работает на эту концепцию Гитлера. И он настолько тоже убежден в своей правоте, что он приказал не давать зимнюю форму немецким солдатам, не готовить танки к зимним холодам. И это, с одной стороны, можно говорить просто о его какой-то военной совершенно неграмотностью. Приготовь план «Б», посмотри разные варианты. Но на это он и Гитлер, чтобы не рассматривать план «Б», что он всегда все ставит на кон. Вот пан или пропал. И, конечно же, должна быть победа. И, конечно же, должен быть блицкриг. И, конечно же, все завоюем. Хотя была масса генералов, которые говорили ему, что это не получится. И мало того, при обсуждении плана нападения, как мы знаем, немецкие войска шли по 3 мощным направлениям. Был огромный удар на Москву, огромный удар на севере в направлении Ленинграда и Прибалтики, и на юге по направлению к Киеву, с прицелом дальше уже двигаться на Кавказ. И генералы говорили, что невозможно так распылять силы. И то страшно подумать, что было бы, если бы все эти мощные немецкие войска, если бы все они шли на Москву. А Гитлер сказал, мои генералы ничего не понимают в экономических аспектах ведения войны. Он-то все понимал. Понятно, что ему нужна была кавказская нефть, украинские цветные металлы, хлеб. Все ясно. Но он распылил войска, опять же, веря в эту свою победу обязательно. 5 декабря 1941 года немецкие войска остановлены в битве под Москвой, и начинается советское контрнаступление. То есть впервые он остановлен, и впервые немецкие войска отступают. Гитлер в невероятной ярости. В общем, он делает вещи похожие на те, которые делал Сталин, скажем, летом 1941-го. Во-первых, он запрещает своим войскам отступать. Отдается приказ сражаться до последнего, сражаться несмотря ни на что. И ему начинают объяснять, это невозможно. Что значит до последнего? Приходится отступать. И у него уже не в первый, впрочем, раз, но, наверное, никогда еще так остро не было этого, у него возникает очень острый конфликт с его генералами. Гудериан пытается ему объяснить, что зачем надо оказывать то, что Гитлер в своем приказе назвал фанатичное сопротивление. То есть он им приказывает фанатично сражаться. А Гитлер говорит Гудериану, а вы что думаете, что гренадеры Фридриха Великого радостно погибали? Конечно, нет. И он ему говорит, вы стоите слишком близко к событиям, вы чересчур сочувствуете солдатам, вам следовало бы быть на дистанции. Не надо сочувствовать солдатам. Они должны погибать. Или побеждать, или погибать. Это опять его победа или смерть. И в это же время, в декабре 1941 года, еще одно действие совершает Гитлер, и тогда вызвавшее, в общем, очень большое удивление и шок по все стороны фронта, и до сегодняшнего дня вызывающее большое удивление историков. Как мы знаем, в эти как раз первые дни советского контрнаступления под Москвой происходит перелом большой в ходе Второй мировой войны. Японские корабли подходят к Перл-Харбор на Гавайях, где находится база военно-морского флота США. А к этому моменту президент Рузвельт
очень хочет поддержать антифашистские силы. Конгресс ни в коем случае не хочет начинать войну. Единственное, что Рузвельт успел сделать до этого момента, это создать систему ленд-лиза, по которой получают помощь те страны, в безопасности которых заинтересованы Соединенные Штаты. Уже Советский Союз включен в систему ленд-лиза, но война не начинается. Когда Япония после начала Второй мировой войны захватила, скажем, французские колонии в Азии и явно намеревалась действовать дальше, то Рузвельт, во-первых, ввел эмбарго на продажу нефти Японии, а для них это было страшным ударом, естественно, и заморозил японские счета в американских банках. И в Вашингтоне шли переговоры. Они все пытались добиться какого-то соглашения, но никак не могли. А тем временем японские корабли таким странным кружным путем, чтобы их не заметили, шли к Перл-Харбору. Наконец наносится удар по этой базе. К счастью, большая часть американских кораблей была в океане, поэтому не все погибли, но это все равно страшный шок. И, естественно, сразу же американский конгресс голосами всех депутатов, кроме одной женщины-пацифистки, принимает решение объявить войну Японии. И вообще-то это очень выгодная для Гитлера ситуация. Мы очень часто недооцениваем масштабы и тяжесть войны американцев с Японией. Эта война шла на огромных пространствах Тихого океана, на огромных азиатских пространствах, с невероятным количеством жертв, со страшной жестокостью, отнимала у американцев очень много сил. И Гитлеру это выгодно, пусть американцы там увязнут, и ясно совершенно, что они не полезут по своей воле еще в Европу. А Гитлер в ответ на это объявляет войну США. То есть он сам втягивает Соединенные Штаты в войну против себя. Зачем? Ну вот у Себастьяна Хафнера такая, в общем, романтическая, но, с другой стороны, обоснованная версия. Вот он считает, что Гитлер, когда понял, что Блицкриг под Москвой провалился, что он вроде бы как уже понял, что война проиграна. А он много раз говорил, что если мы будем проигрывать войну, пусть Германия погибнет, пусть немецкий народ погибнет, пусть все погибнут. То есть вот у Хафнера такая теория, что это самоубийственное такое решение, ну как бы пусть будет хуже, чем хуже, тем лучше. Ну, я не знаю, насколько это резонно, но то, что это действительно был странный, не то просчет, не то такой вот какой-то дикий шаг, пусть уже все на меня, очень сильно повредивший, конечно, Гитлеру, формируется, укрепляется антигитлеровская коалиция. Он, конечно, очень сильно вмешивается в ведение военных действий. Он объявляет себя главнокомандующим, потому что, конечно же, он, человек судьбы, человек рока, он лучше понимает, чем эти все генералы. И оппозиция среди генералов усиливается все больше. А Гитлер свое видение накладывает на них. В чем-то он оказывался очень даже успешен. Вот, скажем, его внимание к танковым войскам, то, как он организовал свои танковые войска, обеспечило ему очень много успехов. Внимание к десантным войскам. Это да, безусловно. Он, в общем-то, как и Сталин, он постоянно приносит военные соображения в жертву политическим. Это было очень хорошо видно под Сталинградом, когда немецкие войска дошли практически до Волги, там несколько сот метров им не хватало, было объявлено, что Сталинград взят, а когда началось советское контрнаступление, то все генералы убеждали Гитлера, что надо сказать генералу Паулюсу, чтобы тот вывел свою армию из Сталинграда, сохранил эти войска, перегруппировался, а потом, может быть, будем действовать снова. И, собственно, не так уж был и нужен в этот момент Сталинград. Немецкие войска уже рвутся на Кавказ, может быть, туда направить силы. Но Гитлер не может себе этого позволить. Уже объявлено, что Сталинград взят. И Паулюсу приказано оставаться. Опять Геринг сказал, что воздушные силы будут обеспечивать эту армию продуктами, вооружением, сколько угодно. И Паулюс сидит в Сталинграде, после чего советские войска замыкают кольцо. И там еще тоже был момент, вот когда только кольцо сомкнулось в конце ноября, он еще мог его прорвать, потому что еще не укрепились войска. Мало того, с юга на помощь Паулюсу шли войска Манштейна. И если бы Манштейн ударил по советскому окружению с одной стороны, а Паулюс с другой, то они могли бы прорвать кольцо.
Но Паулюсу отдан приказ ни в коем случае не уходить из Сталинграда. Манштейн будет остановлен, кольцо будет закреплено, сотни тысяч немецких войск попадут в котел сталинградский. И дальше следующий тоже очень характерный момент, когда в январе 1943 года Паулюсу предъявлен ультиматум, он запрашивает ставку Гитлера, что ему делать, что приводит Гитлера в дикое бешенство, в очередной такой приступ ярости. Как он смеет спрашивать? У него что, есть сомнения? То есть он думает, что, может быть, надо сдаться, а к этому моменту уже практически всех аэродромов они лишились там, и уже голодают они, и, конечно, им ничего с воздуха не сбрасывают, никакие грузы, там, очень мало сбрасывают. Нет, надо сражаться до последнего. И такой вот ход удивительный, может быть, нам сегодня непонятный, а и Гитлеру, и Паулюсу он был понятен. Уже в последние дни существования котла сталинградского Паулюсу присваивают звание фельдмаршала. За что? Он проиграл, он сейчас уже явно в плен попадет. А это был знак. Ни один немецкий фельдмаршал никогда не сдавался в плен. То есть, делая его фельдмаршалом, Гитлер ему как бы говорит: застрелись. Но Паулюс, как мы знаем, не застрелился. Он находился уже в полной депрессии, лежал лицом к стене, командовали всем его помощники. И он попадет в плен, и он будет свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе и закончит жизнь ГДР. Потому что для него, конечно, вот это вот был полный переворот. Как Гитлер с ним обошелся, что он ему обещал и не выполнил свои обещания, не помог, не давал снабжения и погубил его солдат. А Гитлер в полнейшей ярости, есть очень интересные записи протоколов заседаний в Ставке Гитлера, где он говорит, почему он не покончил с собой. Вот у него вот эта вот воля к смерти, она с каждым годом все сильнее. Он все время тешит себя какими-то странными соображениями. Там, скажем, Советы хорошо воюют зимой и плохо летом. И вроде бы действительно, лето 41-го поражение Красной Армии, зимой побеждают. Лето 42-го поражение Красной Армии, зимой побеждают. Но только летом 43-го в Курской битве будет побеждать Советская армия, и начнется уже наступление, которому Гитлер ничего не сможет противопоставить. А он все равно этому не верит. И вот тоже видно, как в 43-м и особенно в 44-м, уже дальше в 45-м году, он все больше отрывается от действительности. Он живет в каком-то совершенно им придуманном мире. Он практически уже в 1944 году не выходит из своей ставки. У него сначала была ставка в Виннице, потом она уже была перенесена в Германию. Несколько у него было подземных резиденций. Но вот главная его ставка, он сидит там. Там узкие мрачные комнаты, он совершенно не выходит на воздух. Если ему надо переехать из одного места в другое, то зашторенные окна в его поезде. Был момент, когда по случайности поезд Гитлера, на котором он ехал, остановился рядом с поездом, которым везли раненых с фронта. И он тут же приказал немедленно все закрывать шторы, потому что он не хочет вступать в контакт с этой реальностью. А какая реальность? Что его войска терпят поражение. И ему сообщают об этом. Ему дают сведения о том, что не справляется промышленность, о том, что отступление здесь, отступление там. Союзники высаживаются в Африке. Режим Муссолини трещит по швам. Советские войска наступают. Партизаны ведут огромную войну. А он как бы этого не слышит. Ему там один генерал представил очень подробную записку в начале 1944 года о том, что невозможно дальше вести войну так, что надо что-то делать, переговоры начинать. Он сказал, что мне больше таких записок вообще не подавали. А он продолжает строить планы, зачем ведется война на Востоке. Это он неоднократно объяснял командованию еще даже там в 1938-1939 году. Нужно жизненное пространство, поэтому должны быть уничтожены низшие расы или же покорены. И вот он, вот как он в молодости еще упивался какими-то своими прожектами бессмысленными в Вене, там, сидя никому не нужный, вот как перестроить дворец Шенбрунн, вот что-то ненужное никому, и главное, никому не интересно было его мнение. Теперь он хозяин мира, но и по-прежнему, вот как будет устроено это пространство, значит, как организовывать уничтожение
Решения Ванзейской конференции уже приняты, идут все эти эшелоны с депортированными евреями в концлагеря. А как будет на пространствах Советского Союза устроены? Вот будут города, где будут жить представители низшей расы. Обучать их не надо. Пусть там только несколько слов по-немецки знают и знают, как будет называться столица Рейха. А математике, скажем, их учить не надо. Музыку надо все время веселенькую передавать, потому что она повышает работоспособность. А еще, кстати говоря, надо им объяснять, что прививки – это вредное дело. Мол, пусть умирают. И при этом тоже, он же всегда любил в детали вникать. Вот город будет построен вот так-то, а города будут расположены вот здесь, а новая столица будет находиться в Германии, она будет выглядеть вот так, там будут такие-то памятники, такие-то постройки. То есть он витает в каких-то этих своих мрачных, жутких мечтаниях, а меж тем война продолжается, и с каждым месяцем Германия воюет все хуже. А для него как бы этого нет. Геббельс убеждает его начать тотальную войну, то есть всеобщая мобилизация, переменить очень сильно экономику, чтобы все массово работало на войну. А он как-то медлит, он вот этих своих мечтах. Геббельс в 1943 году произносит знаменитую речь в Дворце спорта Берлинском, где он больше часа орал, визжал. За время речи Геббельс похудел на 3 килограмма. И он вопит: хотим тотальной войны. Ну, естественно, весь там этот зал огромный, состоявший из разных партийных чиновников, кричит: да, да. А Гитлер медлит. Ему кажется, что и так победят, что сейчас чудо очередное будет. Позже Геббельс скажет, что понадобилась бомба под задницей Гитлера для того, чтобы он понял, что нужна тотальная война. То есть имелось в виду заговор Клауса фон Штауфенберга 20 июля 1944 года. На Гитлера вообще было довольно много покушений, и он каждый раз, к несчастью, оставался жив. И Штауфенберг, конечно, ближе всех подошел к успеху, потому что он оставил портфель с взрывчаткой так, что, безусловно, там все должно было разнести. Но портфель этот передвинули, и стол мощный очень защитил Гитлера. Там были жертвы, там был страшный взрыв, а Гитлер, ну да, там у него ноги пострадали от щепок, но не более того. И это его только убеждает в том, насколько он прав. Страшные совершенно репрессии обрушиваются на участников заговора. Самому Штауфенбергу и его ближайшим помощникам повезло в какой-то мере, потому что их расстреляли сразу же после подавления заговора. Очевидно, комендант Берлина, который уже пошел почти у них на поводу, он хотел скрыть это свое участие. Потому что дальше начинается расследование, арестовывают много сотен человек, а это крупные военачальники, это командиры, это большие партийные функционеры. Их невероятно пытают, их зверски казнят, при этом казни снимают на кинокамеру и потом показывают Гитлеру, и он с восторгом это все смотрит и смакует. Он обращается к нации и говорит, что я не случайно спасен, это чудо, потому что я предназначен для великих дел. Казалось бы, вот этот заговор должен ему показать, какое огромное количество непростых людей, не каких-нибудь там леваков, а тех, кто ему служит, уже выступают против него. Фельдмаршал фон Клюген, командовавший на Восточном фронте, оказывается замешан. Роммель, любимец Гитлера. Единственное, на что Гитлер пошел по отношению к Роммелю, объявили, что он погиб при бомбежке. У него были торжественные похороны. Задумайся. Но у него противоположная вещь. Я спасен, значит, судьба на моей стороне. И все продолжается так, как есть. Одновременно с этим, скажем, у Гиммлера уже с 1943 года зародились, ну, конечно, совершенно безумные, но очень характерные все-таки мысли. Гиммлер все время разрабатывал последние годы такую идею, что, может быть, как-то поторговаться с американцами, вот выдать, может быть, наиболее каких-то известных еврейских деятелей, и таким образом, например, добиться сепаратного мира или добиться каких-то уступок. Ну, понятно, что это безумная идея, но он ищет уже выхода из ситуации. Гитлер, что бы ему по этому поводу ни говорили, надо продолжать уничтожать евреев. Потому что для него это миссия, для него это священное дело. Он не хочет, не может от этого отступиться. И все эти механизмы, запущенные лагерей смерти, они будут действовать до последних дней.
Когда будет приближаться армия, будут пытаться угонять заключенных, конечно, чтобы скрыть следы, но и потому что надо продолжать уничтожать. Гитлер в эти последние годы невероятно сдает, ему еще нет 60, он превратился в какую-то просто развалину. И есть очень много жутких описаний того, как он выглядел и как он себя вел в этом своем бункере, сидя постоянно под землей, лишенный общения с реальным миром, абсолютно оторванный от него, уже больше не выезжающий на фронт, практически не общающийся ни с кем, кроме своего узкого круга. Такое жуткое описание тоже из книги Ахима Феста. Усталый, с опущенными плечами, подволакивая одну ногу, передвигается он по помещениям ставки. Тупо взирают лишенные блеска глаза на безжалостном одутловатом лице. Подрагивает левая рука. Это заметно сдавший физически, ожесточившийся и, по его собственным словам, измученный меланхолией человек, все глубже увязающий в комплексах и ненавистях времен своей молодости. Геббельс в это время говорит: трагично, что фюрер так отгораживается от жизни. Он не бывает больше на свежем воздухе, не находит никакой разрядки, постоянно сидит в своем бункере. Вот еще описание. Согнутая фигура с бледным оплывшим лицом. Вот все обращают внимание на какое-то его оплывшее лицо. Съежился на стуле с дрожащими ладонями, старательно прячущий левую руку, которая сводит постоянно судорога. Потом обсуждали многие, не было ли у него болезни Паркинсона. Гитлер всегда очень много заботился о своем здоровье. Он был вегетарианец, он думал о своем здоровье. Вот в этот момент, в этот период это тоже достигает какого-то абсурда совершеннейшего. Он принимает иногда до 28 лекарств в день. Причем это очень разные лекарства. С одной стороны, по любому поводу ему выписывают какие-то таблетки, ему делают стимулирующие уколы. Он принимает, может быть, если не наркотики, то, во всяком случае, такие возбуждающие, стимулирующие средства. Он приближает к себе какого-то странного врача с оккультными завихрениями. Оккультизм вообще для нацистов очень был важен. Но он совершенно непонятно, что делает со своим здоровьем. Очевидно, от этого лечения еще хуже ему становится. При этом у него невероятное желание есть сладости. Ему приносят тарелку пирожных, и он ее жрет просто буквально. Как сказал тоже один из наблюдавших за ним людей, что он превратился в развалину, пожирающую пирожные. Он развалина физическая, рука трясется, лицо оплыло, слюна изо рта капает. Какой-то кошмарный вид. Одновременно с этим мысль, у него его дикая энергия по-прежнему направлена на разрушение. По-прежнему все те же приказы, как в 41-м он отдавал, так и в 43-м, 44-м. Скажем, когда шло советское наступление по Украине, то Гитлер наметил на карте те места, которые он обозначил как крепости. Крепость – это населенный пункт, который нельзя сдавать ни при каких условиях. Но к этому моменту уже такое было советское преимущество большое, что советские войска просто обходили этот город и шли дальше. Естественно, потом все равно сдавались. И он все дальше. Нельзя отступать. Отсюда эти там призывают с 15 лет уже пожилых людей призывают в армию. То есть всех бросать. И, в общем, он понимает, что происходит. Но он же говорил, что если не будет победы, то пусть все погибнут. И он продолжает это говорить. Если со мной что-то случится, то Германия останется без вождя, так как у меня нет преемника. Первый сошел с ума, это он имеет в виду Гесса. Второй разбазарил симпатии народа, это Геринг. А третьего не захотят партийные круги, это Гиммлер. И дальше потрясающее дополнение про Гиммлера. И он полностью чуждый искусству человек. Мир рушится, война уносит миллионы жизней. Как же Гиммлер будет его преемником? Он же чуждый искусству человек. И он по-прежнему разрабатывает планы создания в столь любимом им городе Линце самого большого художественного музея в мире. И дальше он в завещании своем напишет, что он собрание картин завещает Линцу. И пусть все летит в бездну. Ведь тому, кому завещать свой дом некому, говорит он, не остается ничего другого, как спалить этот дом со всем, что там находится. Получится превосходный костер. И он устраивает костер, в общем, из всего мира, и уже из собственной страны, из своего народа. То есть, с одной стороны, конечно, это его окружение уже подумывает, как бы им
выпутаться из этого. И они пытаются как-то намекать, что не попробовать ли сепаратный мир, не попытаться ли остановиться. Ну, в общем, они видят, что это не находит у него ответа. Надо сказать, что они, конечно, все равно находятся под его совершенно гипнотическим воздействием. И есть примеры, как Гитлеру являются в Ставку там, военные в совершенном отчаянии, приехавшие с фронта, видящие, что там происходит. А через час, непосредственно после общения с ним, выходят вдохновленные: да, мы верим в чудо, мы будем спасены. И кажется, что действительно какую-то надежду он получает. В самом конце 1944 года, то есть когда советские войска уже в Польше, а американские войска уже во Франции двигаются к Арденнам. И в этот момент он отдает тоже совершенно самоубийственный приказ начать наступление в Арденнах, которое тоже положило огромное количество людей. И вдруг это наступление оказывается успешным. И некоторое время немецкие войска двигаются вперед. Там проблема заключалась в том, что это был конец декабря, начало января, была плохая погода, и американская авиация просто не могла вылетать. И поэтому вдруг идут немецкие войска вперед, что было совершенно неожиданно. Американцы, англичане тоже думали, что они уже на Рождество дойдут до Берлина. И Гитлер сразу же, он дает указание сбросить союзников в море, двигаться вперед. Он выступает по радио и говорит: вот оно, это чудо. Прошло еще некоторое время, погода изменилась, тучи рассеялись, авиация прекрасно вылетает, и, естественно, это наступление захлебывается. Последние месяцы своей жизни он читает историю Фридриха Великого. Фридрих Великий, Фридрих II, прусский король, перед которым Гитлер преклонялся. В XVIII веке Фридрих во время Семилетней войны терпит поражение, и в частности как раз от русских войск, и в какой-то момент русские войска даже занимают Берлин. Потом они оттуда уходят, но во всяком случае они явно побеждают, и в этот момент умирает императрица Елизавета Петровна в конце 1761 года, а ее наследник Петр III, восхищающийся Фридрихом, тут же заключает мир. И вот Гитлер рассчитывает на это же. Он ждет чуда. У него висит портрет Фридриха в Ставке. И вот 12 апреля раздается звонок, и Гиммлер говорит ему: чудо совершилось, ваш злейший враг умер. Умер президент Рузвельт. И Гитлер сразу воспрял: вот оно чудо. Естественно, смерть Рузвельта ничего не изменила. Наступление продолжается. Это уже апрель. Уже 16 апреля начинается Берлинская операция советских войск. А он все еще ждет чуда. Уже непонятно. Может быть, делает вид, что ждет. Уже очень трудно понять, о чем он думает на самом деле. Один из людей из его окружения потом вспоминает о том, как проходили совещания в Ставке Гитлера. Эти флюиды раболепия, нервозности и лживости были почти невыносимы не только для души. Они ощущались и прямо-таки в физическом недомогании. Ничто не было там настоящим, кроме страха. Ну, окружение Гитлера испытывает, конечно, жуткий страх, но деться им, в общем, некуда. И когда уже в конце апреля советские войска идут к Берлину, а Гитлер, он все еще какие-то планы строит, там, как надо будет действовать. Ну, дальше уже начинается бегство. И, как мы знаем, что ряд очень высокопоставленных людей из окружения Гитлера сумели вырваться каким-то образом и исчезнуть. Кто-то остается при нем. Его практически родственник, человек, женатый на сестре любовницы Гитлера Евы Браун, который отвечал за, сейчас мы сказали, пресс-секретарь был Гитлера. Он уехал из Ставки в последние дни буквально, его не было. Пошли его искать, нашли его дома мертвецки пьяного в гражданской одежде. То есть ясно было, что он хотел бежать. И Гитлер, уже понятно, что все, конец, Гитлер приказывает его расстрелять. И Ева Браун так как-то вяло заступается, говорит: разжалуй его в рядовые и отправим его на фронт. Это, в общем, все равно гибель. Нет, и расстреляли. Вот в последний момент: не будешь ты бежать. Собственно говоря, то, о чем он говорил, еще начиная с пивного путча, что каждый раз он говорил: или я одержу победу, или я погибну. И вот теперь приходит пора. И, наверное, вот эта вот развалина, пожиравшая пирожные, в то же время вспоминала какие-то образы вагнеровские. Боюсь, что ему доставляло удовольствие мысль о том, что весь мир рушится в огне, что он уходит не один.
Он вызывает к себе в Ставку Еву Браун, и в последний день, уже 29 апреля, они заключают брак. Ну, то есть это можно толковать просто как желание перед смертью сделать такой вот джентльменский шаг по отношению к любимой женщине. Но, может быть, возможно, и другое объяснение. Он неоднократно говорил, что пока он является фюрером немецкого народа, он не может жениться, он не принадлежит себе, он принадлежит Германии, он принадлежит арийской расе. Теперь все, конец. Он регистрирует свой брак, после чего там происходит торжественное прощание, всем пожимает руки, приносят яд. Очень тоже характерная вещь, что яд испробовали сначала на его любимой собаке, на овчарке Блонди, чтобы проверить, насколько быстро он сработает. Овчарка умерла быстро, решили, что можно использовать на себе. Они с Евой Браун удаляются в комнату свою. Дальше такой страшный какой-то дикий фарс, потому что вот в этот момент, когда происходит все это прощание, а бункер Гитлера это была здоровенная подземная постройка, там с множеством комнат, с залом, и был то, что называлось предбункер, такое верхнее помещение. Вот верхнее помещение, а там было довольно много людей, все еще работавших в этой Ставке. Начинаются танцы. Вряд ли они праздновали смерть Гитлера. То есть это такие тоже танцы на гробах. Вот просто выпуск напряжения. К ним прибегают, что вы делаете? Фюрер умирает. Они продолжают танцевать. Вот просто уже такое полное какое-то безумие. Дальше очень расходятся сведения о том, что было, потому что есть версия, что они просто приняли яд, есть версия, что он все-таки застрелился. Тела Гитлера и Евы Браун, это уже 30 апреля, вынесены наверх и сожжены, потому что он очень не хотел, чтобы над телом его надругались. И здесь тоже будут странные твориться вещи, потому что когда советские войска захватят бункер и найдут эти останки, сразу возникнет предположение, что это Гитлер. Будут выяснять, вызовут стоматолога, который по коронкам определит, что это Гитлер. А дальше почему-то Сталин на Потсдамской конференции говорил о том, что тело Гитлера не найдено. Он, очевидно, где-то скрывается. Совершенно непонятно почему. Хотя сегодня, в общем, нет сомнений в том, что это было тело Гитлера, но появились какие-то совершенно фантастические истории, что он в монастыре где-то в Испании, что он в Латинской Америке, что он сражается где-то на фронте. Это, конечно, все было не так. Его жизнь оборвалась в ночные часы 30 апреля под грохот артиллерийского обстрела Берлина среди развалин, руин и огня. Вот эта история об этом жутком человеке, гуманизм говорит, что надо в каждом, даже в самом страшном злодее найти что-то человеческое. Вот мне трудно найти в Гитлере. Я могу сказать, что да, он там животных любил, вегетарианцем был, но это звучит, конечно, особенно цинично, наверное. И трудно найти здесь какие-то человеческие черты. Мне кажется, что наоборот, он был... Вот я возвращаюсь к этим словам Курта Тухольского о том, что нету Гитлера, есть только его имя. Вот у меня ощущение, что это был просто какой-то такой пустой, не знаю, сосуд зла, вызывавший в людях на поверхность вот все самое ужасное, и сейчас, может быть, тоже как-то это все мистически прозвучит, и питавшийся вот этой темной энергией. То есть происходил такой обмен. Он заряжался от этих толп, и он в них потом впрыскивал вот это вот зло, это стремление к смерти, это убийство и ненависть. Конечно, с большим злорадством потом говорили вот об этом его отчаянии в бункере, об этом его ужасном состоянии физическом. Я не знаю, насколько это все искупает, все эти злодеяния, которые он совершил, насколько вообще их возможно искупить. Наверное, самое главное, что мы можем извлечь из всей этой страшной истории, это подумать о том, как работали вот эти механизмы, с помощью которых он подчинял себе людей, подчинял страну, подчинял мир. И постараться, чтобы больше эти механизмы не работали. Спасибо всем, благодаря кому был записан этот урок, нашим патронам, нашим спонсорам, всем тем, благодаря кому мы можем работать и дальше.
И, конечно, хочется узнать ваше мнение. Насколько реально было остановить Гитлера? И если реально, то когда, в какой момент? Жду ваших комментариев. Счастливо!